Давай сегодня поговорим о повешенном. Это такой один из самых глубоких и парадоксальных арканов, ну, как для меня, если исходить из моего опыта рабочего. Традиционно его тарологи трактуют как пауза, жертва, переворот сознания, допустим, переоценку там, своей жизни. И в некоторых случаях бывает, что добровольное страдание ради какой-то там либо высшей цели, либо просто ради цели, да, то есть ты страдаешь, чтобы что-то там получить позитивное. Но это, опять же, в зависимости от контекста, в зависимости от трактовки, от ситуации и прочее, прочее. Но парадоксальным образом в негативе вот эта карта с большим трудом воспринимается людьми, потому что люди путают, когда человек жертвует собой ради кого-то, и когда по той же карте человек строит из себя жертву, как бы, да, добровольно, недобровольно, осознанно, неосознанно, он как бы показывает: смотрите, я жертва, пожалейте меня, сделайте мне хорошо, потому что мне сложнее, чем вам. Я считаю, что это такой момент, который основан на христианской идеологии. Она, в принципе, позитивна в том плане, что если человеку плохо, ты ему помогаешь, но некоторые человеки начинают этим пользоваться. Вот скажи, ты в своей практике, в тарологической, в психологической сталкивалась с таким нюансом этой карты? И как вообще это можно объяснить так, чтобы нормальный человек понял и как таролог мог использовать в своей работе при трактовке вот этого аркана, такого парадоксального? Это очень интересный в этом плане аркан, потому что повешенного часто называют жертвой обстоятельств. Да? Мгм. Что человек говорит: я попал в такую ситуацию, мне тяжело, я не могу из нее выбраться и так далее и тому подобное. Причем по практике самое интересное, что чаще всего эти карты выпадают в раскладах на отношения. Да. Очень часто девушки приходят с какой-то кризисной ситуацией, что-то они не могут понять. Вася не берет меня замуж, вот у нас что-то непонятное, у него там какая-то третья, там четвертая, пятая женщина. Я не знаю, я такая вся несчастная, я такая жертва и ничего не могу сделать. Мгм. Но здесь есть один очень интересный момент, который мы должны понимать как тарологи, когда смотрим на аркан повешенный, да, когда мы знаем, о чем это. Да, потому что изображение на аркане повешенном, да, это тот же самый верховный бог Один, да, который добровольно сам себя своим же копьем пронзил, да, и, Мгм. грубо говоря, подвесил, да, на Игдрасиле. Зачем? Возникает Да, вопрос. он это сделал добровольно. То есть никто его туда не запихивал, не затягивал и так далее. И люди в современности чаще всего сами сидят там или висят на этом Игдрасиле, так называемые отношения, да, потому что они строят из себя такую великую жертву. Но они даже для себя боятся осознать, что они помещают себя в эти обстоятельства жертвы совершенно добровольно. Почему это сделал Один, да? Он прошел обряд инициации и получил за это, и увидел я руны. Да, то есть он получил великое знание, он увидел старший футарк. Тот же Понял, самый... извини, понял, как управлять этим миром, потому как считается, что вот Да, он отдал глаз за то, что понял мир, а вот руны — это способ управления этим миром, да. как бы рычаги такие, это более такая энергетическая штука, и с помощью своих желаний, направив их в определенную сторону, ты можешь повернуть мир так, как тебе нужно. Вот это такой магический инструмент. Да, извини. Да. Нет, ничего страшного, это очень хороший комментарий. И другой, да, известный уже больше нам, да, вот этот архетип жертвы, это архетип Иисуса Христа. Да, Мгм. Христос, да, на кресте, его туда тоже никто, то есть, ну, скажем, опционально нам кажется, что его там, да, подвесили, но он прекрасно знал, на что он шел, да, чтобы страдать и мучиться за грехи человечества. Он принес эту жертву за грехи человечества. То есть он прекрасно знал, на что идет. И Мгм. он сделал это добровольно. И всякий раз, по сути, когда в раскладе на мои чувства, на то, как я ощущаю себя в этих отношениях, если там где-то выходит повешенный, это большой, хороший повод задуматься, да, и мы, как тарологи, должны направить человека, поразмыслить в эту сторону, что вы находитесь в этом состоянии,
потому что вам это по какой-то причине выгодно. Да, то есть на самом деле такой довольно циничный парадокс, скажем так, что в жизни мы можем изменить практически все. Выхода нет, когда перед нами заколачивают крышку гроба. Да, тогда уже выхода нет. А какой бы ни была тяжелая ситуация, мы легко можем выйти из нее. Мы легко можем освободиться от отношений, от вот этого Василия, от еще кого-то, от работы часто очень выпадает повешенный, вот я себя так чувствую с 8 до 5, вот прям как один в один повешенный, вот как у Патрика Валенсы было в «Безумной луне». Там он даже использовал эту метафору, когда рисовал этого самого повешенного. Вот я тут жду окончания рабочего дня. На самом деле человек свободен и волен выйти из любой ситуации. И здесь начинаются разные... Отказаться от чего-то, да? Смотри, я тебя прерву, я вообще тебя буду прерывать, я заранее за это прошу прощения, ну просто Очень важно. когда ты говоришь о том, что можно легко отказаться от чего-то, убрать это из своей жизни, ну, не то чтобы легко, может быть, я слишком утрирую, но следующая карта, которая идет за повешенным, у нас 13-й старший аркан — смерть. А он как раз и говорит о том, что что-то должно в твоей жизни умереть. Ты должен отказаться от чего-то. Ты Как бы ни было должен выкинуть это из своей жизни, убрать, отдалиться, потому что это для тебя опасно. Это может стать ошибкой, это может привести тебя к смерти. А по поводу того, ну, то есть смерть — это вообще, в принципе, процесс исчезновения чего-то из реальной жизни. Да, и причем Символически, смерть, да, она болезненная. Она, то есть, да, очень. кстати, модно Кризисная болезнь. карта, это вот все, да. Она болезненная, но часто, кстати, вот отношения, если заканчиваются условно по башне или условно по смерти, да, башня — это неожиданное что-то, хотя были звоночки, да, башня трещала. Вот, а в смерти происходит все-таки потом вот это осознание, что да, больно, да, тяжело, да, ужасно, но все-таки это естественный ход событий, да, то есть смерть все-таки это естественный ход событий, и это должно было случиться, да, когда-то. То есть вот Что-то такое. появляется, что-то исчезает, да, и вот Да. всему свое время. Окей, хорошо. Но если вернуться к повешенному, вот все, что ты описала, да, вот синдром жертвы, как бы приведение себя в такое вот как бы состояние, осознавание себя в таком состоянии и ощущение добровольности, обязательно связано с какой-то выгодой, да, то есть я тут же вспоминаю, ну, само собой, Иисус, без сомнений, да, он добровольно пошел на крест, добровольно страдал. Второй персонаж, может быть, несколько необычный сейчас, это Карлсон, который говорит: я самый тяжело больной человек на свете, да, давайте тут меня спасайте, нет ли у тебя там баночки варенья. То есть Да. ты страдаешь, жертвуешь, ты болеешь. Ради чего? Ради того, чтобы тебе принесли баночку варенья, и у тебя как бы жизнь налаживается. И когда ребенок, допустим, осознав, что заболев, его освобождают от школы, ему не надо идти там в ночь холодную с утра зимой, там шапку одевать, через снег, пургу, в волки, и это вот все в школу. Да, он думает: о, хорошо, останусь дома, поиграю на приставке, поэтому я буду вот играть жертву. Это выгодно. И в современном мире многие люди начинают как бы вот играть такую жертву, таких Карлсонов, таких вот давайте носитесь со мной, как с писаной торбой, потому что как бы вот. И уже чтобы просто не забыть, да, я дополню вот эту картину с Одином, с Иисусом, с Карлсоном, допустим, тоже персонаж. Скандинавской такой штукой. У скандинавов, ну, раз уж мы вспомнили про Одина, была такая интересная традиция. Раз в 9 лет они приносили такие более серьезные жертвы. Да? То есть мало того, что каждый год они там ходили в свои сакральные священные места, приносили там какие-то жертвы, ну, чаще всего это какая-то рыба, что-то выращенное, там проса, пшеница, ячмень, да, что они там выращивали, овощи всякие, фрукты. И животных, да, там овцу чаще всего, козу зарезать, что-то такое. Но раз в 9 лет у них случалось большое пожертвование. И они съезжались там со всей условной Скандинавии в какую-то одну сакральную точку, да, и там приносилось большое пожертвование, большая жертва, и порой там приносились человеческие жертвы.
Потому что если там у тебя в селе все плохо, голод, мор, там холод, еще что-нибудь, ну, какая-нибудь беда, а боги тебя не слышат, значит, нужно послать к Одину, соответственно, ну, того, кто может прям словами через рот Одину сказать: слышь, у нас там проблемки, да, а ты вот не замечаешь. И это была добровольная жертва. То есть самый там сильный, смелый воин считалось почетным, если ты вызывался вот на эту как бы роль. И как это все происходило? Ты добровольно шел ради деревни, ради кого-то, жертвовал собой, тебе там, извините, резали горло и подвешивали вниз головой, чтобы Мгм. стекла кровь, которую потом использовали в жертвенных ритуалах, там что-то мазали, в общем, всякое такое. Ну, я не ритуалист, мне не очень интересны такие нюансы. Тем не менее, это один в один повешенный. И фишка в том, что, в принципе, он как бы шел на жертву ради других. А где же его выгода в этом деле? А выгода в этом деле была в О, том, что он принимался Одином как молодец, да, там да. смелый, Ну, то классный есть это чувак, мифологически. усаживался за стол и пировал со всеми этими молодцами-викингами, воинами, погибшими с мечом в руке, и там, ну, прям жизнь была на том свете у такого человека великолепной. Да, радость, пиры, бухло, извините, драки, и потом опять с утра все то же самое по кругу, ну, то, в общем, не жизнь, а сказка. Вот Мне вам и интересно, вот выводы. про 9 лет, да, и то, что Один, если я правильно помню, Один висел на Игдрасиле 9 дней и 9 9 дней. ночей. Дело в том, что Да, у скандинавов цифра 9 связана с максимальным, с большим количеством. 9 у скандинавов это просто много. Долго он висел, короче. Ни жив, ни мертв, да, считано ли, знамено ли, как там он там висел. В общем, долго висел. вот, ну, по сути, да, то есть какая вторичная выгода вообще есть у человека находиться в состоянии жертв? Мгм. Во-первых, да, это, конечно, я жертва, поэтому я не могу быть виноват, М. да, то есть меня нельзя ни в чем обвинить. Просто так сложились обстоятельства. Как можно винить человека, ну, убогого, скажем так. Ну, убогого в том плане, да, что вот ему так вот в жизни-то не повезло, у него вот то, да сё случается. Ну, вот он не виноват, да, и начинают жалеть. Это очень интересное чувство жалости. Плюс еще, вот самое, наверное, главное, главный профит, который, наверное, есть в каждом раскладе, вне зависимости от вопроса, да, если где есть Мгм. повешенный, это, по сути, отказ от ответственности. Да? То есть я жертва, и я не буду брать ответственность за свою жизнь. Все вокруг так сложились обстоятельства, так у меня сложилось, я терплю, я вот как там подставляю вторую щеку, да, я терплю и мне вот и принимаю все тяготы судьбы. Я не беру ответственность за свою жизнь. То есть Да, можно сказать, что это как бы оправдание своей пассивности, получается. да, да, я не хочу ничего делать, у меня лапки, то есть такая позиция. И по Зачем сути, что-то делать, если можно ничего не делать? И заметь, что да, интересно, если мы берем повешенного, он же у нас идет традиционно по ситуациям седьмого дома чаще всего, если брать ту систему, в которой я работаю, и там как м, раз Венера. Да? Венера как вот любовь к кому-то, да, жертва собой ради какой-то любви, из любви к кому-то, но при всем этом негативная сторона Венеры – это лень, пассивность и как бы делегирование своих действий кому-то другому. Ну, ты сильнее, ты и делай давай. Тебе больше надо, ты и делай. А я тут вот, я не могу, у меня лапки. да, то есть и интересно, да, что такие люди, ну, патологические, есть патологические случаи, да, когда человек все перекладывает, всю свою Мгм. жизнь перекладывает на других людей. Вот, и бывает и такое, что если вот наш слушатель или вообще в целом будут работать с картами Таро, есть и такие товарищи иногда, которые приходят и говорят: карты, скажите мне, как жить, да? Скажите Мгм. мне, что делать, которые на самом деле не хотят посмотреть на ситуацию под другим углом, да, со стороны посмотреть, Мгм. вот разложить и на составляющие посмотреть на свою ситуацию, да, услышать мнение человека, скажем так, при помощи карт. Он хочет конкретно: мне скажите, вот так надо или
по-другому, вот так надо. Он пойдет куда-то еще, он будет советоваться с друзьями. А если эти друзья скажут, ну, решай сам, как бы жизнь твоя, вообще-то говоря, начнется обида, Мгм. да, то есть чувство обиды. Вы меня не понимаете, меня никто не понимает. Вот вы бы были на моем месте, вот вы никогда не знаете, как мне тяжело. На самом деле, но здесь проблема иногда бывает гораздо глубже в том, что, ну, парадоксально, но человек немножечко в этом не виноват, потому что это может быть из-за гиперопекающих родителей, которые... Да-да-да-да-да, смотри, дело в чем? Дело в том, что родители обычно в таких случаях, я заметил, действуют каким образом? Они говорят, ну посмотри на себя, как ты себя ведешь. То есть человек как бы переворачивает свою точку зрения на противоположную. Он начинает смотреть на себя со стороны, понимает, как он себя ведет, ему это либо нравится, либо не нравится, он каким-то образом оценивает. И у нас в повешенном одно из самых очевидных значений, которое многие упускают, потому что оно самое очевидное, об этом даже и не говорят, что он перевернутый, он же ж наоборот. Он как бы смотрит на мир из другой позиции. И седьмой дом — это ситуации, в которых ты пытаешься понять другого человека, ты пытаешься посмотреть на себя его глазами, ты как бы переворачиваешь свой мир, ты как бы смотришься в зеркало. И ты видишь там свои плюсы, минусы, ты видишь какие-то моменты такие, которые можно использовать, которые можно зацепить и уже по первому дому использовать как бы в своих интересах. Человек как бы смотрит на себя со стороны, пытается воспользоваться, показать себя, он начинает демонстрировать что-то такое, что другим очевиднее, другим понятнее, что других заставит каким-то образом себя вести по отношению к тебе уже позитивно. Манипулировать. И Ну, вообще интересно, да, вот этот момент, по сути. Вот с одной стороны еще отказ от ответственности, а второе, в психологии есть такое понятие, как экстернальный локус контроля. То есть есть, грубо говоря, экстернальный локус, есть интернальный локус. Интернальный локус — это когда я в любых кризисных ситуациях, в любых каких-то проблемах в первую очередь смотрю, что я сделал, почему эта проблема возникла, и что м, я, соответственно, могу потом сделать, чтобы ее как-то исправить, я. А экстернальный — это когда виноваты все вокруг. м. Виноваты все, кроме меня. Я ромашка, я одуванчик, вот, и я вот тут несчастный, меня затоптали. Абсолютно все вокруг Я виноваты. страдаю из-за вас, да, вот я на себя беру ваши грехи, вашу плоховость, Да-да. поэтому как бы вот и все, вот я такой, теперь давайте спасайте меня. Да, интересно, да, что вот, что повешенный, по сути, он приносит вот эту идею сакральности жертвы. И очень многие люди, Мгм. которые находятся вот в этом синдроме жертвы, они, вот у них тоже есть этот элемент сакральности. Я не то, что жертва, я великомученик. Я буквально великомученик. И мне потом воздастся, и вы все пожалеете. Вы все пожалеете, что вы относились ко мне недостаточно хорошо, не ценили мои жертвы. Там часто бывает, там родители своим детям, там какие-то более старшие родственники младшим говорят, вот, да, я за вас страдал, там лишал себя чего-то, а теперь вы мне как бы тоже должны страдать и лишать себя чего-то. То есть Мгм. вот такой момент. В первую очередь виноваты государство виновато, виноваты там образование виновато, погода за окном виновата, все Внешний, вокруг внешний виновато. враг какой-то Да, виноват, да, да. Я вам да. Нет, покажу, откуда откуда? планировалось нападение, Да. да-да-да-да-да. Вот, то есть такой, все вокруг, но не я. Я нет. Я здесь действительно жертва, я здесь вообще ни при чем. Плюс такой вот самый интересный еще вариант вторичной выгоды, который вот часто у женщин присутствует, ну, скажем так, это получение так называемого социального поглаживания. Это вот как Мгм. раз, что вот Вася мой козел, опять мне изменил, или там мусор не вынес. Буквально и до такого может дойти. И ты идешь с этой ситуацией не к человеку,
да, который там испытываешь дискомфорт, не пытаешься с ним разговаривать словами через рот, ты идешь к подружкам, Мгм. подружки собираются на женсовет, и все начинают дружно говорить: да, бедненько, ты для него все, а он тебе ничего, мусор тебе не вынес. Все, и тут мы слышим миллионы комплиментов, какие мы Мгм. прекрасные, чудесные, какой вот человек действительно сволочь. Вот, и нам хорошо, нам кайфово, потому что мы таким Ну образом что, мы можем... правы. Мы как бы правы, раз все вокруг говорят, что ты молодец, значит ты молодец, а Вася действительно вот сволочь такая. Да, Мусор не вместо того, вынес. чтобы говорить, мне вот хорошо получить вот таких вот оправданий моих собственных действий, да, потому что жертва это индульгенция, да, я Ну то себе есть разрешаю. ты опять же как бы смотришь на себя со стороны. Ты как бы оцениваешь себя чужими глазами, переворачиваешь свой мир, ты смотришь не от себя, а от других. Я в самом деле жертва? Ой, ты в самом деле жертва, да, бедненькая, несчастненькая. А, ну, значит, все правильно, значит, я все правильно делаю. Все спокойно, значит, дальше все будет хорошо, потому что я все делаю правильно. И переворачивание идет, да, в выгодную для себя сторону. Грубо говоря, тот же самый Вася может пойти в баню с мужиками, и там Сказать. будет обратная ситуация. Да, То все есть, бабы дуры, вот там собираются там на этих своих кухнях и там кости нам моют. Да, абсолютно зеркальная ситуация. Я работал и в мужских коллективах, и в женских, причем, ну, абсолютно в мужских и абсолютно в женских. И вот оно так и работает. Человек не пойдет жаловаться тем, кто скажет, что «а что захотел?» Конечно, ну там, могла бы сама мусор вынести, да, или еще что-нибудь да, да, такое. да, да, да. Или И вот это все. «а что ты мусор-то не вынес?» Ну, конечно, жена будет недовольна, если ты там, не будешь выполнять какие-то свои обязанности. Нет, человек идет к тому, кто как бы посмотрит с нужной стороны, оценит с Угу. правильной стороны, поддержит тебя Скажет, в нужно твоей что-то. жертвенности и как бы потому что это опять же прикладывание ответственности на сторону. Это не я плохо сделал, это вот со мной плохо делают. Ну и вот по факту иногда это выливается в такое, что человек через свою вот этот комплекс жертвы, он получает некую индульгенцию самому себе на совершение каких-то действий. Да, например, человек страдает алкогольной зависимостью. И будет, а люди скажут, ну или он, да, подает такой момент, что народ смотрит, у него столько работы. Действительно, он так напряженно работает. У него и то, и третье, пятое, десятое. Поэтому, ну, неудивительно, что он иногда вот выпивает, иногда и без перебоя выпивает. Он заслужил это даже, да? Вот, а человек говорит, да, у меня такой вот стрессовая такая работа, та-та-та. Тем самым он Поэтому надо, конечно, выпить. поступок. Часто, да, там иногда вот ситуации измены Мгм. начинают говорить, а потому что я вот страдала, она там не красилась, я не знаю, там еще что-то не делала, еще что-то не делала, там и мужчина, и женщина, в принципе, то же самое, да, то есть они, я здесь несчастная, мне не хватало там любви, ласки, внимания и так далее, поэтому я себе, потому что я жертва, я себе разрешаю вот это вот там, на стороне какую-то связь или еще Мгм. что-то. Таким образом Ну, то есть, оправдывает. опять же, это вот такая вот жертвенность, да, ты понимаешь, что это ты жертва. Это не ты жертвуешь, это тебя делают жертвой. Как бы вот так, тебя заставляют через А, это проходить, ты-то не хочешь. Ты же, конечно, хочешь там не пить, допустим, да, если опять же речь о пьющих. Но если ты идешь к тем, кто сам пьет, и мгм, кто с этой точки зрения одобряют твои действия уже заведомо, то, конечно, они все другие действия будут от- отметать, как бы, да. Но вот скажи, если человек, вот опять же, давай зайдем в понимание этого аркана со стороны внешнего, да, потому что внешнее что у нас? Внешне у нас человек висит, да, то есть у него руки связаны, он висит, да, он как бы в сложном положении, в которое сам себя привел чаще всего, вот. Но основная проблема вот этого висящего человека в том, что он должен что-то сделать, чтобы поменять свою ситуацию. А он ничего не делает. Для него жертвенность, да, вот оправдание своего теперешнего положения, я же все правильно делаю, значит, мне не надо ничего менять. Значит, мне не надо ничего делать. И, соответственно, человеку становится выгодно быть этой самой жертвой.
Мало того, что оправдывают тебя, так ты еще и сам продолжаешь те же самые действия, чтобы тебя продолжали оправдывать, и более того, чтобы та сторона, которая якобы тебя в это положение привела, еще и заплатила какие-то репарации за это дело. Ну, конечно, мы тебя заставили так пожертвовать собой, поэтому вот это как? То есть, если я с женой поругался, если у меня там на работе все сложно, я с женой ругаюсь, у меня накапливаются эмоции. Я же должен не раздражаться на людей, поэтому у меня накапливаются эмоции, и мне, чтобы эти эмоции как-то выдохнуть, излить, да, чтобы не копить в себе негатив, я должен пойти выпить там с пацанами, допустим, или там с девочками в баре, да, если я девочка, чтобы они меня пожалели, поняли, это необходимое действие. Потому что я таким образом делаю людям хорошо. Я не выплескиваю злобу на них, я просто вот через алкоголь, да, во что вы думали, нам царям легко, думали, нам так хочется прям пить, это вредно вообще. Я понимаю, что это вредно, но это для меня полезно, это помогает для вас же таких вот делать меня таким хорошим, добрым, ласковым. Потому что без алкоголя я бы вам тут всем бы уже показал. То есть для меня это выглядит примерно так. И вот во всех тех раскладах, которые показывали именно синдром жертвы, где человек сознательно продолжает висеть на этом дереве, не желая ничего менять, потому что считает, что это работает лучше, нежели какие-то там перемены. Вот. То есть, ну, он как бы переворачивает ситуацию вверх ногами, ставит с ног на голову. И либо он зависает в этом повешенном, либо он должен отказаться, выкинуть что-то из своей жизни уже по следующему аркану. Вот. В этом плане я считаю, что повешенный, правильное прохождение как бы повешенного, это понимание того, что ты все-таки должен делать что-то для других. Не просто там декларировать, что я жертва, а делать. То есть, ну, активное движение из любого кризиса помогает выйти. Поэтому следующее, что, да, чтобы тебя вытянуть из этого повешенного, нужно смотреть, что там дальше. А дальше смерть. Это отказ от чего-то, убирание чего-то из своей жизни. Что-то должно, какие-то твои привычки, что-то должно умереть. Алкоголь должен уйти из твоей жизни, если речь об алкоголе. Негативное поведение должно уйти из твоей жизни. Ты должен отказаться от смерти, вернее, отказаться от своей привычки, как от смертельной ошибки, как от потенциально смертельной ошибки. И это тебя меняет. В таком случае смерть начинает работать как действительно трансформирующая карта. И дальше уже в умеренность, в понимании того, как себя вести. Ну, вся проблема-то на самом деле кроется в том, что, как говорится, мы не можем заставить человека, ну, вот этот, допустим, напить мы не можем заставить человека бросить пить, если он сам не осознает проблему. Там все разрушено, уже семья разрушена, из дома вынесены все шифонеры, уже там, я не знаю, что происходит, но пока человек сам это не осознает, да, он и не будет меняться. Тут бесполезно вообще что-либо делать. И вся как раз-таки проблема вот этого повешенного на самом деле, что человек боится, чаще всего, боится даже, осознать вот эти свои вторичные выгоды. Он их боится осознать, что ему так удобно, что ему там и так далее. Он в первую очередь, конечно, цепляется за жертву. И работа на самом деле, вот когда видим повешенного, да, то есть можно спросить, а какие вот придут с какой-то там тяжелой семейной ситуации? Я вот не выхожу, не развожусь там и так далее, там ради детей. А дети на самом деле гораздо более эмпатичные существа, скажем так, они все видят. И если, грубо говоря, мама сохраняет брак, но там постоянно скандалы и ссоры, дети выйдут еще в более худшем психическом состоянии, скорее. И Часто такое бывает, да. да, что лучше бы развелись, как говорят. И эти дети потом вырастают и говорят, а лучше бы они тогда действительно развелись. Как бы нашел другую модель отца матери, чем вот эту вот парадоксальную какую-то модель. Вот. И по сути, самое это важное, это ну, вообще у клиентов, кто за Таро обращается, у них очень много сопротивления в том, что им это выгодно. И главная задача на самом деле вот подвести к тому, что человек понял, что мне это выгодно, я это делаю не для кого-то, я это делаю для себя, я себя ввожу вот в это ужасное состояние для себя. Вот. И по сути, если он так будет продолжать, это история про волки-волки.
притча «Волки-волки», Мгм. да, и звали на помощь, потом просто народ уже плюнет и отвернется. Это такой метод, конечно, запугивания, но в том смысле, что человек должен понять, что на его вот этой вот позиции жертвы далеко никто не уедет. Никому не выгодно такую жертву держать рядом с собой вообще-то. Ну, до какой-то И поры времени. И классический выход в том плане, что если хочешь помочь человеку, не давай ему рыбу, дай ему удочку, да. Ну, если человеку выгоднее брать рыбу, чем удочку, конечно. Классика жанра. Всегда так. Для меня выход из повешенного — это умение взглянуть на себя все-таки другими глазами. И ключевое тут все-таки взглянуть на себя. У меня было пару случаев, когда мои клиентки своего мужа в таком вот как бы неприглядном виде снимали на телефон. На камеру. Да, показывали. И человек внезапно вот как-то осознавал, ну, он как бы понимал, да, что да, я там лежу такой пьяный где-то там в коридоре, в прихожей весь, извини, там, обмочившийся и прочее, прочее. Но когда тебе это показывают, когда ты уже трезвым смотришь на себя со стороны как-то, ну, это увеличивает шансы. Увеличивает шансы на выход вот из такого положения. Либо когда тебе показывают, как жалко ты выглядишь, тебе же всегда кажется, что ты вот молодец. Вот. Тебе должны помогать, потому что ты молодец, просто тебе сейчас тяжело из-за кого-то. Но если ты показываешь, что ты не молодец, то, ну, у половины примерно что-то начинает в голове звенеть, и человек все-таки вот начинает сползать с этого дерева и пытаться хоть как-то изменить свое поведение. Ну, опять же, это не гарантия. У кого-то работает, у кого-то нет. Я вам подозреваю, что у половины примерно. Да, если мы берем те же самые знаки зодиака, есть активные, пассивные, да, то определенным образом активные все-таки стараются что-то делать. Пассивные ждут какого-то внешнего толчка, какого-то влияния, и очень часто, знаешь, были такие в Советском Союзе суды общественности, когда вот Мгм. всяких прогульщиков, алкоголиков пропесочивали на партсобрании. С некоторыми это работало. Некоторым было стыдно. Вот, это как бы заставляло взглянуть на себя со стороны. То есть им угрожали там исключением из партии, там, увольнением с работы и прочее, прочее, с каким-то там волчьим листком, да, и из страха, опять же, смерть — это же страх, да, из страха человек все-таки заставлял себя что-то сделать. И потихонечку как-то начинал меняться. Бывало такое. В общем, Ну, интересно. выхода из этого повешенного как минимум два, опять же, внутренний и внешний. Но все равно, ну, 8 дом — это все-таки очень часто, если следующая карта смерть, там уже 8 дом, уже Там Скорпион, уже- это чья-то помощь. Потому что без чьей-то помощи, без удаления вот того, что тебя делает жертвой, очень часто это не работает. Поэтому, скажем так, дать человеку осознать, чтобы он понял, что он сам залез на это дерево. И тогда он уже просит, ну, там, принесите лестницу, окей, хорошо, я сам слезть не могу. Тогда ты уже И начинаешь ему помогать. менее, ну, такой менее радикальный, он, ну, конечно, и меньше помогает, ну, в меньшем случае помогает, это на самом деле увидеть похожего человека, то есть с похожей какой-то ситуацией. У девушек, я думаю, это вполне знакомо, когда какая-то подруга жалуется на очередного там какого-то, Мгм. какого-то. И мы помогаем и говорим ей, ну куда ж ты, вот куда ж ты полезла-то, ну иди Мгм. ты, и вот так. А потом в какой-то момент, если человек обладает способностью, скажем так, к рефлексии, он начинает, а где-то я это уже видела. Я это на самом деле видел как бы в своей собственной жизни. То есть такой тоже бывает вариант, но и, наверное, даже, кстати, Таро в этом помогает. В том плане, что если делаешь расклад какому-то другому человеку на какую-то ситуацию, и вот ты вроде трезво на это все смотришь, Мгм. а потом и понимаешь, что а где-то и в твоей жизни есть похожие какие-то истории, и по сути
у тебя такие же причины, и можно и попробовать и на себе же, собственно, вот эти применить какие-то рекомендации, то есть посмотреть вот в Такой этом плане. взгляд со стороны через призму чьих-то ошибок. То есть Да, на что это себя же, да, через чужие ошибки. Да, это вот очень похоже на повешенного. Пе- нестандартным способом. Перелом такой, как бы И нестандартный, то есть, повернуть да, повешенный зеркало. как нестандартность, нестандартный способ какой-то решения вот этой. Повешенный как нестандартный, да, потому как если ты привык ходить ногами по земле, потом у тебя нестандартно как-то переворачивают вверх ногами, у тебя все, ну, все стандарты сыпятся, и ты как бы понимаешь, что, ну, вот я в этой ситуации должен делать как-то по-новому, а делать как-то по-новому как? Это убрать сначала все старое, потому что старое мешает тебе делать по-новому. То есть, да, повешенный это всегда какой-то такой вот перелом, перекос, переворот сознания, какой-то инсайт. Там повешенного Да, часто рисуют с таким снимбом вокруг головы, да, да, да. золотым. Это все сплошь и рядом говорят о том, что это инсайт. Почему этот инсайт происходит, вот забывают упомянуть, как раз потому, что ты смотришь на ситуацию нестандартно. Не так, как Кровь раньше. текла в голове. Убрав старый способ, да, убрав алкоголь, допустим, убрав там, я не знаю, падших женщин, убрав игровую зависимость, ты смотришь на мир, на себя там другими глазами. И вот если попытаться сначала посмотреть другими глазами, да, сначала вывести тебя в какую-то внестандартную позицию, то есть снять тебя, сфотографировать, чтобы ты по-другому не изнутри смотрел на свою ситуацию, а снаружи, да, то и вспоминается то самое родительское, да, ну, посмотри на себя, как ты себя ведешь. И это может помочь человеку как-то сдвинуть все-таки вот этот комплекс, да, навязанный родителями, что либо надо смотреть на себя, либо задумайся сам. То есть нужно поменять сторону. Повешенный всегда переворачивает. В чем бы ты ни был, если ты с детства привык во всем винить других, переворот сознания может тебе помочь задуматься, а я что сделал хорошего? И психологи, я подозреваю, Понятно. работают таким образом, что ну окей, давай с другой стороны посмотрим. То есть та самая классика жанра. Да, Окей. перевести. Какова твоя роль здесь во всем, да? То есть, что ты просто стоял, ничего не делал или как? То есть, такая У вот происходит. меня, у меня, ты знаешь, временами работало, опять же, это из карт идут эти советы. Ты задумайся о том, что другой человек для тебя делает. То, что тебе нужно, это одно. А ты посмотри, на какие жертвы идет другой человек ради того, чтобы помочь тебе. Люди с детства об этом не задумываются, если у них как бы с детства синдром жертвы. Но когда ты демонстрируешь им все те усилия, все те жертвы, на которые идут люди, чтобы им помочь, у некоторых это тоже вот определенным образом перелом в сознании производит. Ты думаешь, ничего себе, да мне как-то проще самому сделать, наверное. Человеку становится неловко. Ну, Да, не это вот всегда, конечно, но... есть же эта фраза, да, try walking in my shoes, да, Э, попробуй встать на мгм. мое место, ну, как у нас встать на мое место, да, то есть, и когда люди действительно начинают наблюдать, пробовать встать на место другого, то бывает, ну не то чтобы редко, но бывает все-таки у людей, у некоторых какие-то вот инсайты вот эти происходят все равно. Потому что смотри, если брать опять же ту же самую планету Венеру, которая привязана к этой карте, то планета Венера — это любовь, это ощущение единства, существования с человеком в едином в материальном мире, да, все мы братья, все мы сестры, все мы любим друг друга, да, потому что все мы как это в одной лодке. И определенным образом это понимание того, что человек тебя любит, и он, наверное, хороший, ты тоже его начинаешь любить и начинаешь жалеть за то, что ему приходится делать ради тебя, и тебе уже как-то неловко любимого человека, ну, условно любимого, да, напрягать. Потому что ты его уже начинаешь любить, ты начинаешь ему уже жертвовать какую-то свою толику этой жертвенности. То есть получается так, можно вывести, что если полюбить жертву, объяснить ей, что ты же понимаешь, что тебя и так все любят. То есть ругать жертву за то, что ты тут
как это, нюни развесил, да, а ну-ка соберись, тряпка. Так Это никогда работать не не будет. сработает. Это Да, только будет наоборот работать, будет да, состояние. что мы тебе поможем, окей, сейчас, потому что ты человек хороший, мы тебя любим, ну, ты же понимаешь, мы ради тебя тоже жертвуем, и человек, глядя на себя глазами других людей, начинает тоже любить и их, и себя, и таким образом как бы чуть-чуть выравнивается. Ну, Да. И не если всегда ты это работает, но... если ты не протянешь нам руку навстречу, да, потому что по факту жертва, вот он такой, дайте мне там того, сего дайте, жертве всегда будет мало, да, дайте мне там, помогите, а что так мало, помогите. А если обозначить, что мы можем только это вместе сделать, только Мгм. вместе мы можем, да, грубо говоря, мы тебя отвяжем с этого ясеня, а тебе надо будет подтянуться. Ну, тебе надо будет все-таки. Ну, никак, мы тебя не стащим. Мы вот отвяжем, а дальше тебе все равно придется что-то самому сделать. То тогда Немного поможем, да, то есть, опять же, если говорить о смерти, о следующей карте, смерть это всегда убирание, то есть ты даешь, а потом убираешь. То есть ты рыбу даешь, потом рыбу убираешь, но вместо рыбы как бы меняешь уже по умеренности, да, происходит подмена, замена, ты даешь удочку. Ну вот, и говоришь, что это, может быть, будет не так быстро, но это тоже у тебя будет работать, и тебе будет... То есть мы немножечко должны помочь. Мы не должны вытаскивать человека, но должны дать ему руку, чтобы он тоже старался вытащить себя из этого болота и ему помогать. То есть не делать за него всю работу, а помогать ему, чтобы он сам барахтался тоже. Вот это, поэтому в этом, наверное, самый лучший способ. На этом, я думаю, ну, я не да, очень в теме, на этом, я думаю, основана терапия по замещению там каких-то веществ, да, которые человек принимает, да. зависимый, на каких-то тех, которые убирают страдания, но не приносят кайфа, да, то есть убирают вот то лишнее. То есть удочку мы даем, да, но рыбу, вот тот бонус, ради которого все это зависит, мы не даем. Поэтому здесь еще такой интересный момент, да, вот это, ну, как бы идеальный, скажем так, вот этот союз, да, Мгм. избавления вот комплекса жертвы, но есть такой еще другой интересный, но это уже может быть какая-то тема для другого видео, да, это вот как раз вот этот синдром спасателя. Это тот, Да. готов спасать постоянно, постоянно спасает. И вот как раз, да, у нас там есть известный треугольник Карпмана, да, вот этот преследователь, жертва и спасатель. И вот как Мгм. раз эти союзы спасателя и жертвы, вот они будут, скажем так, вечные, вот эти истории. Это история созависимости, да, в том числе алкогольной созависимости, вот это спасатель и жертва. И вот они друг с другом сочетаются в этом плане. Но спасателем тоже быть не есть хорошо, скажем так, есть свои минусы. И тоже, опять же, синдром спасателя, он иногда бывает и у любых помогающих профессий, в том числе у Ну, тарологов, ну психологов. там речь вот про психологов, тарологов, у спасателей, собственно, тех, кто идет в огонь. Как раз вчера на курсе говорили о том, что м, спасатель идет в огонь не потому, что ему хочется, не потому, что ему нравится это дело. Вообще мало кому нравится работать с проблемными людьми, потому что люди приходят и изливают на тебя как бы свои проблемы, негатив. Тарологи, психологи, спасатели лезут в огонь, чтобы спасать этих людей. Не потому, что им нравится, а потому, что они считают, что это правильно. Потому что они считают, что они должны это делать, потому что это правильные действия, которые надо делать. То есть там уже скорее не столько эмоциональность идет, сколько разум, сколько понимание долга, как просто логично правильных действий, которые ведут тебя к хорошему. И тебя, и его. И вот главное, опять же, чтобы был баланс, чтобы не перевешивало, чтобы этот Баланс. долг, Самое да, важное. не перевешивал то, что тебе там нравится или нет. Иначе там все эти идеи с выгоранием в прямом и в переносном смысле. Да-да-да-да-да. То есть, Не дай бог, да. грубо говоря, лечим всех, а себя как бы и не Да, лечим, условно да, говоря. то есть вроде бы делаем, мир улучшаем, а что-то самому легче
не становится как тому лосю, да, что-то я пью, а мне как все хуже и хуже, да. И такой Как-то так. интересный бывает и симбиоз. Вот человек одновременно и спасатель, и жертва одновременно, да, Да, потому что разные роли. да, Мы все да, да, да. соперники. Так Вы же что должны меня понять, я же вам помогаю. В общем и целом, это, конечно, скорее тема для следующего разговора. Сегодня на этом пока закончим, да, и придумаем какую-то еще более интересную тему. Мне понравилось. Кое-какие грани аркана я для себя так подсветил, куда можно еще будет копнуть глубже и рассказать зрителям что-то такое более... Таро, потому что это прям самое настоящее исследование. Всегда, сколько бы у тебя опыта не было, ты всегда находишь что-то новое в архетипах, на то они и архетипы, настолько они глубокие. Как бы. И это Да, очень так и есть. это потрясающая сторона Таро, конечно. Что ты не останавливаешься в развитии, скажем так, в своем профессиональном там, и так далее. То я тоже... Бесконечная история. А, это, Бесконечная история. и это очень классно, это здорово очень.